Почему нужно снимать в RAW? Я всегда всем говорю, что нужно снимать обязательно либо в RAW, либо в RAW плюс JPEG, что я сам, собственно, и делаю. Дело в том, что мы имеем дело с цифровой фотографией, а наибольшее количество цифрок у нас записывается с файла в RAW изображении, как раз в сыром файле. Этот файл, он как контейнер содержит в себе много-много информации. А JPEG изображение — это уже конкретно вычисленные цифры, которые имеют меньше информации как в цветах, так и в тенях, и также меньше информации о цвете. И из RAW изображения можно извлечь куда больше информации, чем из JPEG. Давайте я вам сейчас это и покажу. Сейчас я обработаю один и тот же снимок, но два файла. Один RAW, другой JPEG. И это тот случай, когда я только начал съемку и забыл включить синхронизатор. То есть я собирался работать со вспышками, синхронизатор не включил, и, соответственно, вспышки не сработали. И я получил темное изображение. И сейчас я закину оба файла в Photoshop и попробую вытянуть информацию из абсолютно темного снимка. И мы посмотрим, как это сделает JPEG изображение и как это сделает RAW изображение. Итак, для начала я беру JPEG изображение и закидываю его в Photoshop. И для того, чтобы все было одинаково, оба изображения я буду обрабатывать в камера RAW. И первое, что я делаю с темным изображением, разумеется, я хочу максимально поднять экспозицию снимка, чтобы вытащить детали и как раз проявить, что у нас получилось. И мы видим, что даже из JPEG изображения нам удалось из темной картинки сделать довольно приемлемую. Снимал я на Sony Alpha 7R III, это полнокадровая камера, но снимал я в кроп режиме. Второе, что я хочу сделать, это поправить баланс белого, и мне интересно, как это сделает программа на автомате. Довольно неплохо. Итак, у меня снимок уже из темного превратился в светлый, и с немного поправленной температурой. Теперь я хочу извлечь информацию из теней, для этого передвину ползунок с черными. Сделаю это до 100%, и мы видим, что у нас с волосами происходит беда, там нет информации, да и в принципе по изображению видно, что снимок у нас крошится, у нас рваные переходы от цвета к тени, и такая же проблема идет с цветами, идет пастеризация и так далее. Окей, я сохраню эти настройки и пересохраню файл. Теперь мы проделаем то же самое с RAW изображением. Когда я закидываю его в Photoshop, он по умолчанию открывается в Adobe Camera RAW. И первое, что я сделаю, точно так же, как и с JPEG изображением, я вытяну экспозицию снимка на полную мощность. Итак, уже хорошо, снимок себя проявил. И теперь также применяю автобаланс белого. Даже не сравнивая эти два снимка, уже видно, что в RAW изображении больше информации, из-за этого у нас более гладкие переходы и нет рваных областей. И точно так же и черный. Я попытаюсь вытянуть какую-то информацию, чтобы у нас появилась детализация в волосах. И вот мы видим, что у нас и текстуры уже читаются, и цветовые переходы более плавные, и в целом картинка более смотрибельное, чем то изображение, которое мы получали в JPEG. И это все без каких-то специальных шумодавов. Кстати, если захотите увидеть видео о том, как я убираю шумы на своих фотографиях самым эффективным образом, то обязательно напишите в комментариях, и тогда я сниму и такой выпуск тоже. Сравниваем полностью черное изображение и получившееся. Но самое интересное сейчас будет, разумеется, сравнить два получившихся изображения. Как вы видели, у нас всего три настройки. Это экспозиция, баланс белого и вытянутый черные. Ну а теперь давайте сравним, как выглядит изображение JPEG из полностью черного файла и изображение RAW. Я думаю, что даже невооруженным взглядом, не приближая снимок, видно, какая колоссальная разница. Все это свидетельствует о том, что RAW изображение содержит в себе больше информации. И это мы говорим об абсолютно черном изначальном файле, у которого не сработали вспышки. Что уж говорить, когда у нас в нормальных условиях сняты два изображения, RAW будет все равно содержать в себе больше информации, и, соответственно, с ним можно производить больше манипуляций. Ну на этом у меня, пожалуй, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, влепите жирный лайк этому видео и всего вам доброго!